Я закончила еще одну свою работу. Назвала ее «Маленькая леди». Вот что у меня получилось. Всем привет! Вы на канале Дубль 2. Я Галина. Благодарю всех своих подписчиков, которые со мной смотрят мой канал, мои ролики. Стараюсь отвечать на все ваши вопросы, на все просьбы, если у кого-то есть. В общем, мне все нравится. Если вас такой же формат общения устраивает, то будем продолжать с вами. Можете задавать мне вопросы, я что-то для вас смогу узнать. Что смогу узнать, обязательно отвечу. Сниму на эту тему ролик. Либо можете перейти в Телеграм. Ссылочка есть на моем канале. Можете написать мне там ваш вопрос. В общем, что я сегодня хочу сказать. Я закончила еще одну свою работу. Я ее уже показала. Вот такая работа. «Маленькая леди» назвала я ее. Но сейчас речь пойдет не совсем о ней, а о том, что я решила сделать еще один канал свой на YouTube, который будет только о рисовании. Я уже рассказывала, что я художник. В России я окончила курсы преподавания ИЗО и ДПИ, декоративно-прикладного искусства. Поэтому все свои ролики остальные, которые будут касаться рисования, я буду выкладывать на отдельном канале, который назову «Дубль 2. Рисуем вместе». Вот. А кому будет интересно, пожалуйста, подписывайтесь еще на этот канал, и вы можете смотреть и мои рисунки, и то, как я рисую, обучаться вместе со мной рисованию, и также быть подписанными на втором моем канале, где я рассказываю о нашем переезде в Сербию, о том, как мы здесь живем. Этот канал я не бросаю, я его также буду продолжать выкладывать ролики такие повседневные, которые о нашей жизни здесь, либо какие-то моменты, которые могут быть вам полезны, если вы соберетесь, например, тоже переезжать или хотя бы задумались об этом, чтобы переехать в Сербию. Поэтому все, что новенькое мы будем узнавать на этом канале Дубль 2, я также буду продолжать вас знакомить. А все, что касается рисования, будет новый канал Дубль 2. Рисуем вместе. В Сербии сегодня праздник, День государственности. И мы решили просто прогуляться в центр пешком от нашего дома. Это церковь Святого Пантелеймона, которая находится рядом с нашим домом, недалеко в нашем районе. И в честь нее назван наш район Пантелей. Такие шикарные горы там вдалеке. Ну, как всегда, плохо видно.
Мы просто сегодня гуляем, нагуливаем километраж. Сейчас пешочком в центр пойдем. Церковь красивая, небольшая, но красивая. Вообще территория здесь красивая, зеленая такая. Пойдем здесь, выйдем как раз. Мы такими сегодня не центральными улочками идем, но их тоже интересно посмотреть. Все дома настолько не похожи друг на друга, просто можно ходить и рассматривать каждый дом. Есть современные, есть какие-то старенькие совсем. Сидит на окне. Смотри, видишь? Вижу. А ну-ка, не видно будет, если я сниму. Скучает, скулит собачка. Интересно, мы здесь пройдем по этой улице? Нет, не пройдем, там нет прохода. Ой, какой-то очень знакомый крокодильчик без колес. Ну да, не зря знакомый. Где? Это уже не старая, а новая. Лада вот это? Да, причем пикап. Ага. Видишь? Жопу снимет. Мы дошли до центра от нашего дома. 20 минут. Хорошо прогулялись. Пойдем в крепость еще зайдем. Ух, вода сегодня течение сильное, быстро течет. Пойдем в крепость еще.
В общем, в крепости сейчас пока ничего нет, кроме как кафе, потому что холодно. Здесь на территории крепости такой театр под открытым небом. Ну, сейчас не работает он и плохо видно, потому что поздно. Вообще, конечно, мы сегодня снова в вечер вышли погулять, поэтому опять ночная территория. Я второй раз снимаю видео про крепость. И снова мы приходим поздно, когда темно. Я снимаю ночную территорию крепости. Но ничего, когда потеплеет, здесь будет много мероприятий, мы придем, когда будет светло. От земли тянет холодом таким. Почему-то вот эта колонна вся мокрая. Вот та сухая, а эта вся мокрая. Нужно будет узнать, из какого она материала. Очень интересно. Вот такие своды красивые. Все-таки мне интересно, почему она вся такая насквозь мокрая, пористая вся, и рисунок на ней есть. В общем, я, к сожалению, историю Ниша практически не знаю, поэтому подсказать ничего не могу рассказать. Но нужно почитать, чтобы знать. Я знаю только, что в этом помещении, вот здесь вот в крепости, проходят выставки летом. Выставки художников разных. Мы были несколько раз. Ну, там небольшое внутри помещение, и по периметру висят картины. И художники меняются, которые выставляют свою работу. То есть сначала один, потом через какое-то время, там, через пару недель другой художник выставляет, потом другой.
общем, конечно же, нужно почитать, потому что очень интересно. Мой город в Крыму, родной Керчь, тоже очень-очень древний. Его историю я знаю, в отличие от Ниша. Могу рассказывать долго. Здесь, кстати, раскопки есть. Сейчас, конечно, ничего не увидим, потому что темно, освещения нет. Нужно было бы днем. Но здесь видно, что очертания стен. Ну, почти не видно, да. Так вот, в моем городе, который раньше был греческим, назывался Пантикопей. Тоже очень-очень большая история. И там много раскопок тоже проводилось. Очень много найдено древних античных городов. И вообще, чтобы все это рассказать, это нужно снять целый ролик. Если даже я успею все это рассказать в одном ролике. Потому что история там богатейшая. И даже то место, про которое я рассказывала, где я хотела строить себе дом, где у нас была дача, оно находилось на берегу моря. Даже оно очень богато своей историей, потому что там тоже затопленный город под водой, древний город, который назывался Акра. В общем, я подумаю на эту тему, чтобы снять ролик, тоже про Керчь рассказать, потому что это очень интересно. Она очень имеет богатую историю. Не она, а он, город Керчь, имеет очень богатую историю. Жаль, конечно, что уже почти ничего не видно. Темно. Ну, так уж получилось. Мы обязательно сюда придем днем. Я сниму, потому что территория очень красивая. Здесь тоже раскопки, древние стены. А вот это со светлыми стволами платан, дерево. Раньше я не знала, но один из моих подписчиков написал, что это дерево называется платан. У него опадает верхний слой коры и становится вот такого светлого цвета, практически белый, ну, светло-серый. И вот это, оно тоже огромное.
Ну что, в сторону дома? Что-то я уже замерзла. Сувениры. В общем, пока на территории крепости нет ничего из развлечений. Просто можно погулять, подышать свежим воздушком. Ну и есть кафе. Мы особо не любители кафе с сыном, поэтому мы просто походили. Все, идем на выход. Такое веселое кафе. Веселая музыка. Что-то похоже на ирландское. Вот, пожалуйста, есть бесплатный Wi-Fi. Удобная лавочка, можно присесть и воспользоваться, у кого нет интернета. Очень удобно, мы сами им пользовались, когда только приехали, когда у нас еще не было интернета. Вернее, он был, но в каких-то мизерных количествах. И чтобы его не расходовать просто так, мы вот так вот приходили, садились. Она здесь не одна, конечно же. С той стороны реки тоже их. Даже дело там не в лавочках, там много мест, где он ловит бесплатный Wi-Fi. Поэтому мы им тоже пользовались. Ну, теперь у нас уже есть постоянный тариф, где полно интернета, даже остается. Поэтому нам без надобности уже бесплатный Wi-Fi. Красота. Сейчас февраль, то люди гуляют. А вообще в теплый период, в прошлом году, вот летом, когда мы были здесь, все лето и всю осень, пока не похолодало, здесь просто ходили толпы людей. Особенно к вечеру, когда жара спадала, все выходили именно сюда гулять, в крепость. Вот этот центр, здесь на площади. Людей было очень много, детей было очень много с родителями. И гуляли все допоздна. Ну, не знаю, до часа, да? Наверное, даже позже.
Мы пойдем сейчас в пиццерию зайдем. Скушаем по кусочку. Все, мы перекусили в пекаре Бранкович по кусочку пиццы на площади. Вообще, пекара Бранкович мне очень нравится, но это сеть, и в разных кафе готовят по-разному. Мне больше всего нравится вкуснее не здесь, а возле военно-больницы. Там это военный госпиталь, и там недалеко тоже пекара Бранкович находится. Там реально вкусно, прям очень вкусно. И мы узнали, что там, познакомились, вернее, оказалось, что там повар русский. Вот. Ну, он, наверное, скорее всего, там не один работает, еще, наверное, кто-то на смену. Но в том числе и русский повар там готовит. И очень-очень вкусно. Все, мы едем домой. Нагулялись. Оказывается, сегодня все работает. Мы думали, выходной в честь праздника. Ну, может быть, завтра выходной день. В общем, мы не поняли. Но магазины все открыты. Скупились. Вон землю я купила, еще буду сажать. И продукты купили. Все работает. Всем доброе утречко. Будем пить кофе. У нас всю ночь опять шел дождик. И сейчас идет. Вот такая вот серая погодка. И идет дождь. Но вполне возможно, что он закончится. Потому что вчера было то же самое. С утра шел дождь, всю ночь шел дождь. А потом вышло яркое солнце. Был прекрасный день. Мы вчера еще сходили, погуляли в крепость. Вот. А на дереве напротив уже такие большие почки, я смотрю. То есть скоро уже прям листочки начнут распускаться. Здорово. А у меня тут тоже посев мой взошел. Вот такое кашпо. Это у меня руккола. Сюда я посеяла рукколу. Сделала вот так рядочек. Вот здесь рядочек. А посередке посеяла мяту. Но мята дольше всходит. Она еще пока ее не видно. А вот руккола уже взошла. Ну, руккола там и должна всходить на 5-й день. И у меня как раз 5 дней прошло. Вот она уже вот такая вот появилась. Вот, купила вчера еще землю. Что сюда посажу. И забрала с террасы со своей вот эти вот все свои посевы. Ну, вернее, не все, там половина осталась, но часть я забрала. Потому что прохладно. И я подумала, что вряд ли сейчас там все взойдет. Хоть солнышко и светит, но все равно днем еще, ну, градусов 10, 12, 14 бывает. Я думаю, что при такой температуре вряд ли там что-то взойдет. В общем, я их пока забрала в комнату. Хорошо, что место здесь есть возле окна. Сколько у нас, интересно, градусов? Ух, холодно. Ой, ветер. Градусов у нас 6. Всего лишь 6
Вот, в общем, вроде как у нас похолодание. Вот мои еще посевы стоят. Надо их тоже забрать отсюда. Жалко. Поставим пока здесь. Вот еще я землю купила. Вот такую. Здесь 20 литров. Стоит она 350 динар. Но вообще она хорошая по качеству и недорого. То есть, в принципе, вообще земля лежит дороже везде. Это я просто нашла такой магазинчик у нас тут недалеко. Я там землю брала и в прошлом году все сажала, вот эти свои все цветочки. И в этом году тоже продолжаю брать у них, потому что и цена, и качество меня устраивает. А кот мой... Ну-ка иди домой скорее. Кот мой бегает под дождем, ему все равно. Хочу открыть свое повидло, которое я делаю осенью. Яблочное. Ой, ой, сил не хватает. Пробуем вот так чуть-чуть. Оп. Оно у меня хранилось на террасе всю зиму на полочках. В общем, сегодня будем пить кофе с бутербродами с маслом и с повидлом, которые я сама делала. Приятного мне аппетита. Сын еще спит. Папа, тебе нельзя на стол залазить. Тебе нельзя на стол. Ну-ка, быстро. Быстро слазь. Быстро. Тимик. Быстро со стола. Тимофей. Тима. Да что ж это такое, а? Нет, не сидеть, а быстренько слезть со стола. Быстро, быстро. Нельзя, нельзя. Вот так вот боремся. Нагуляется там на улице, а потом на стол лезет. Все, в общем, приятного мне аппетита, я буду завтракать. Мы довольны, мы наелись, мы спим. У нас сегодня похолодало, 6 градусов. Всего лишь холодно-холодно. И мы идем в Lidl за продуктами сегодня. Горы сегодня хорошо видны. Опять же попробую сейчас снять. Но не знаю, получится или нет. Здесь вот между двумя домами такой промежуточек. Не каждый день бывает так ясно в горах, что вот прям тропиночки видны. Здорово. Мой ждет, стоит сын, когда я кино сниму. Вот эта собака тут всегда лает на этом углу. Ну, всегда. Ух, какая хорошая охранница. Давай я тебя тоже сниму. Молодец, молодец. Не зря свою еду ешь. Пойдем? Небо снова красивое такое. Вот это грецкий орех. На нем очень много было грецких орехов. Сейчас он стоит голенький. А вообще здесь вот они валялись даже. Взрослое дерево с грецкими орешками.
Вообще вот сегодня для меня холодно, прям нос замерз. Но я обратила внимание, что на это нельзя не обратить внимание, что в Сербии сербы, местное население, очень закаленные. Потому что вот даже сейчас практически все ходят без шапок. Я мерзну, я в перчатках иду и в шапке. Вот. Но сербы очень, даже, я не знаю, наверное, может быть минус, и то не все одевают шапки. И дети, я обратила внимание, тоже иногда едут в колясках. И родители не одевают им шапочку, даже когда вот так вот прохладно, градусов 6-8. Это, наверное, потому что, как я уже рассказывала, из-за отсутствия центрального отопления в Сербии даже не отапливают ночью. То есть они отапливают днем, а ночью просто спят. И, конечно, это же закалка самая настоящая. Ну, мы так не жили в России, поэтому мы мерзнем. Мерзнем когда? Когда вот падает температура вот такая, там 6-3 градуса. Слава богу, это не так часто бывает. В Сербии вообще очень хороший теплый климат, как и в Крыму. Снова горы. Сейчас попробую приблизить. Но телефон, конечно, он не передает этой красоты. Красиво. И вообще в Сербии не только молодежь так ходит, закаленная, а и взрослые люди без шапок, и пожилые. Поэтому мы, когда были летом в центре, там очень часто устраивают акции, раздают бесплатно кока-колу в баночках металлических. И нам всегда тоже, мы проходили мимо, нам всегда давали. Но нам приходилось отказываться, потому что мы не закаленные, к сожалению, настолько, как сербы. То есть она была очень сильно охлаждена, ледяная из холодильника. То есть они ее достают из холодильника и отдают в руки. И мы такую, конечно, кока-колу не могли пить и просто отказывались. А сербы прекрасно брали, тут же ее открывали, пили. Вот, и пожилые люди тоже. Мы изнеженные, такие разогретые центральным отоплением российским, вседоступным. Поэтому у нас такой закалки, к сожалению, нет. Ух, какой красивый вид впереди. Сейчас я, конечно, приближу, но опять же сомневаюсь, что будет видно вся эта красота. Там такие красивые облака и заснеженные вершины гор. И через облака пробивается солнце. И солнце освещает эти вершины. Очень красиво. Сейчас попробую приблизить. Вот, как-то так. Не знаю, видно, нет. В общем, насчет центрального отопления в России я не уверена, что это очень хорошо. Такая его доступность, использование. Я бы сказала, что все хорошо в меру. Если бы можно было топить свою квартиру центральным отоплением так, как тебе хочется, тогда было бы прекрасно. Но у нас было центральное отопление построено так, что, естественно, от нас это не зависело, как топят квартиру. То есть управляющая компания регулировала. И у нас топили так, что в квартире невозможно было дышать. Ну, реально, просто дышать невозможно было. У меня висел градусник, и там было стабильно 30 градусов. Это ужасно. Конечно, я понимаю, что сейчас многие могут сказать, что вы могли перекрыть свои батареи. Но, извините, я могу перекрыть, но тогда за что я плачу деньги? Платить-то я меньше от этого не стану. Поэтому такой вопрос. Я не могу сказать, что хорошо ли такая доступность отопления. Потому что это, в принципе, в России тоже недешево обходится отопление. Нам приходило счет тоже такой немаленький. Конечно, по сравнению с Сербией, это небольшой счет. Здесь дороже обходится отопление. Но ты хотя бы имеешь возможность сам регулировать, сколько тебе нужно отапливать свою квартиру. Какую температуру там выставить.
Вот здесь вот строится дом. И я вот подумала сейчас, что, наверное, такой шикарный вид будет из окон, которые выходят туда в сторону, как раз на горы. Он просто будет великолепен. Если бы сейчас здесь хотя бы какая-то лестничка была бы, я бы с удовольствием встала, чтобы снять этот вид. Вот. Вот это разочарование. Оказывается, у этого дома нет окон в эту сторону с видом на горы. Жаль. Мы вчера гуляли в крепости вечером и встретили своего знакомого, вернее, земляка. Мы с ним из одного города, из России. Вот. И он живет уже давно в Нише, несколько лет. И он нам посоветовал, так как мы любители моря, гор, он нам посоветовал сейчас съездить в Черногорию. Потому что цены сейчас там очень-очень дешевые на съем жилья. И мы очень задумались на эту тему. Сейчас будем листать, читать, сколько стоит. Вот, он говорит, что видел жилье. Жилье не то, что там какой-то там хостел, а хорошее жилье за 6-7 евро в сутки. Это очень дешево. Вот, поэтому мы попробуем сейчас разузнать все это и, возможно, съездим дней на 5 в Черногорию. Но не 100%. В общем, мы пока подумаем. В общем, идем в Lidl, все, уже пришли почти. У нас черная туча висит, наверное, дождь ливанет. Все, бежим на автобус.